у вас не будет с собой телефона, и вы попали в незнакомый подъезд, и не знаете, куда вставить ключ, вы не местный, он, возможно, вас выручит. Всем привет! Уже больше 10 лет со мной в кармане вот такая вот штучка от Victorinox. Очень удобный нож. Возможно, немножко позже сделаю на него обзорчик, если кто-то о нем не знает, хотя это уже довольно старая штучка. Но иногда я посматриваю на Swisscard. Набирая 3 за 6 на Али, один из товаров я закидываю Swisscard от Китая. Назовем ее, к примеру, Чинакард. Вы спросите, зачем тебе это надо? Во-первых, подержать, посмотреть, какой размер. И исходя из этого, в общем-то, можно понять, нужна ли мне оригинальная Swisscard или можно без нее обойтись. Ну и, конечно же, всегда интересно, что китайцы могут сделать за 2 бакса. Достаем. Взял я ее в черном цвете, причем, как вы заметите, китайцы сильно не палятся, они не пишут, что это Swisscard или еще что-то. Сделали просто все точно так же, чуть-чуть поменяли и, в общем-то, продают не задорого. Я так понимаю, это лакшери комплектация, потому что здесь и фонарик, и лупа. Не знаю, зачем она такого размера нужна. Фонарик пришел включенный, поэтому он так чуть-чуть светит. Можно заменить батарейку, но я бы не рисковал, не разбирал все это. Итак, для начала попробуем измерить размер, совпадает ли он с оригиналом, а там 82 на 55. Итак, смотрим. 55, 82. То есть 4 миллиметра, по-моему, еще толщина. Ну, толщина тут немножечко толще. Тут почему-то не вложились. Все, кроме толщины, совпадает. В общем, с этим китайцы справились. Линейка здесь также присутствует. Честно говоря, не знаю, зачем она нужна, но сделали, пусть будет. И раз уж замерили размер, давайте взвесим. Практически 30 грамм, наверное, потому что люкс комплектация. На Swisscard заявлено 25 грамм. Ну, там бывают разные комплектации, возможно, это весит 30. Линейку сравнивать не будем, я думаю, здесь все должно быть четко. Следующая идет ручка. У ручки какая функция? Ручка пишет, ручки зачет. Качество ручки, ну, обычная вот ампулка китайская. Довольно тонкая, особенно в районе хвостовика. Итак, пробуем, пишет ли она. Пишет, причем довольно мягко, ручки зачет, все нормально. Следующий по порядку у нас пинцет. Давайте сравним его с оригиналом. Естественно, он меньше. Можно ли его использовать для замены в ноже, если вы вдруг потеряли? Но, к сожалению, нет. Возможно, в ноже и в карте идут разные варианты пинцетов. Сведен нормально, волос хватает, минимальные функции выполняет. Далее. Зубочистка. Очень похожа на зубочистку оригинальную. Кстати, у меня здесь стоит не совсем оригинальная. От большой модели она немножко обрезанная, поэтому немножко странная. Но есть и оригинал. Она немножко меньше, но опять же, это идет специально под вот этот нож самый мелкий. Он, кстати, классно держится. Вот, будет ли она держаться, например, в Swisscard? Нет, не будет. Скорее всего, они не взаимозаменяемые. И так на вид, в общем-то, особой разницы нету. Свою функцию, и я думаю, он будет выполнять. Далее идет лупа, но, естественно, толку от нее никакой. Во-первых, она фиговая, очень нечеткая, и плюс очень плохо увеличивает. Зачем она здесь нужна, я не знаю. Лучше бы отверстие для темляка сделали. Лупу рифмуем со словом, которое рифмуется, и, в общем, забываем про нее. Далее у нас идет нож. И, казалось бы, тут уж накосячить практически не получится. И практически не получилось. Он идет даже более крупный, чем у оригинального ножа. Действительно, он заточен. Небольшой косячок, вот, наверное, у окончания ножа. Здесь он туповатый, хотя, возможно, так все дело и задумано. Если он чинит карандаш, режет какой-нибудь шнур, уже зачет. Ищем шнур. Пробуем затачивать карандаш. Карандаш затачивает без проблем. В общем, нож годный. Особых нареканий не вызывает. Кроме лупы, получается, нож не за что пока поругать. И это за 2 бакса. Давайте продолжать. Итак, ножницы. Вообще, ножницы у Victorinox, они самые лучшие. Вот нету лучше ножниц, по крайней мере, в мультитулах. Это даже признают владельцы лазерманов, а это дорогого стоит. Сравниваем с оригинальными. К ним вообще никакой претензии. Они, кстати, немножко меньше. В Swisscard получаются более крупные ножницы. Ногти. В случае необходимости постричь можно, обрезать ниточку, разрезать бумагу, клеенку, ткань без проблем. Режем картон, режем овальчиком, режем ниточку. А вот ниточку, давайте сравним с оригиналами. Четенько, четенько.
Хреновенько. Разрезать можно, но немножко придется повойтузиться. Давайте еще раз попробую. Ну, вот где-то здесь режет, а по всей длине немножко заворачивается. Да, вот с ножницами немножко напортачили. Вы видите, оно не режет, а мнет. Вот тут идеальный рез. А здесь, к сожалению, напортачили. И, в общем-то, оно, наверное, даже видно. Замятие на кромке. Может быть, вам повезет, но конкретно в этой версии ножницы ни о чем. Про фонарик: он пришел включенный. Если вы поставите новую батарейку, при этом это все дело не сломаете, у вас не будет с собой телефона, и вы попали в незнакомый подъезд, и не знаете, куда вставить ключ, вы не местный, он, возможно, вас выручит. В остальном, довольно бесполезная штука. Так, и самая интересная вещь, которая мне здесь всегда нравилась, вернее, на вид она нравилась, это вот такая вот отвертка. Если у швейцарцев это отвертка, то здесь скорее это вот такая штука, которую можно повесить на ключи. Я сомневаюсь, что что-то она может открутить. Уж очень везде зализанная, хотя, возможно, детскую игрушку она разберет. Если она его не осилит, разговора вести про нее как про отвертку мы не будем. Даже если постараться, к сожалению, абсолютно бестолковая штука. Давайте я попробую не подходящей по размеру отверткой от обычного Victorinox крутить. Винт откручивает, все потому что правильно сведена отвертка. А вот здесь либо сами дорабатываете, либо просто вешаете как брелок. Давайте посчитаем, сколько здесь инструментов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, давайте линейку посчитаем. 9. Из них полностью плохих у нас 1, 2. Плохие ножницы реально 3. 2/3 инструментов вполне себе рабочие. Кстати, качество пластика, я вам скажу, в общем-то неплохое. Линейка в дюймах есть. Линейка в сантиметрах. Это все тоже, кстати, работает. И, наверное, даже правильно. Все не так плохо с этой карточкой. И если у вас нет под рукой вот такого вот малыша, то, возможно, данная карточка, даже китайская, вам может пригодиться. Единственное, ножницы разочаровали. Но вот пощупав и посмотрев размер, честно говоря, я все-таки, наверное, оригинал пока брать не буду, потому что какой смысл вот этого ножа? Он всегда под рукой, он всегда лежит у меня в кармане, абсолютно не занимает места. Вот это же будет лежать у вас либо в сумке, либо в кошельке. Можно, конечно, положить в карман, но она вам будет немножечко мешать. Наверное, сделаю на него обзор. Я его, кстати, решил модифицировать. Добавить на него авторучку, немножко поменять плашки. Заодно проверим, просто ли это делать или нет. Нож классный. В аэропорту Египта у меня пару раз, единственное, где пытались его отобрать. Не знаю почему, до 6 сантиметров все нормальные авиакомпании пускают, но только не в Египте. Проверим еще вот такую вот фишку. Можно ли взять вот такой вот 1,5-баксовый заменитель данного ножа и использовать его в качестве донора. По размерам они полностью идентичны. И если у вас очень затерлись плашки, хотя китайцы сразу с затертыми продают, но тем не менее, мало ли сломалось, можно ли использовать как донора. Заодно посмотрим, легко ли переделать самую недорогую модель в среднюю по стоимости. В это видео вставлять не будем, это будет очень долго. В следующем это все дело посмотрим. Общий итог. Если у вас нет при себе никаких тулов, берите, иногда сможет выручить. Но костер, конечно же, вы не разведете на необитаемом острове, потому что это не лупа, а что? Правильно срифмовали.